Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад «Что скрыто от вас?», чего вы не видите, а это стало как черной дырой, куда уходит ваша энергия. Что мешает? А возможно и кто? Вот давайте с вами узнаем. И наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. Не важен возраст. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и, конечно, здравого смысла. Без него никак. И зададим некоторые вопросы. Вначале первый вопрос, наверное, будет: что в вашей жизни происходит прямо сейчас? Это одновременно будет означать сигнификацию, когда вы узнаете, действительно это где-то совпадает вот с той историей, которую сегодня нам готовы рассказать карты, и это откликается в вашей душе. В целом берите, принимайте или что именно откликается, или где-то, ну так вот, словно касается глубин ваших некоторых тайн души, о которых вы никому не расскажете. Вот давайте будем честны сами с собой. Иногда мы ведь никогда не знаем, что нам карты покажут. Поверьте, в последнее время особенно, может быть, это энергии такие, которые в нашей жизни присутствуют именно сейчас. Но начало или мои намерения на начало расклада совсем не свидетельствуют о том, что оно так и будет. Ну, соответственно, и карта, да? Наверное, вопрос. Предыдущее видео, кстати, которое я создала, я хотела вот эти вопросы объединить, ну, как в одно. Но потом поняла, что очень глубокая тема, не получится, иначе видео будет очень долгое. Кому интересно, пересмотрите именно предыдущее. Тройка мечей, мы говорим. Всегда эта карта здорового равнодушия. Любая тройка – это будущее. Вот вы сейчас, может быть, как замерли, пытаясь для себя разобраться с каким-то вопросом, что это было, к примеру. И тут любая история может происходить у кого-то на работе, у кого-то с личной жизнью, все же первая карта, но, безусловно, это разочарование. Это наше, как вынужденное положение что-то принимать, или вынужденная какая-то ситуация среди, может быть, обстоятельств, в которых вы оказались, и в то же время вас уже нет в прошлом. Какой-то переломный момент у вас сейчас в жизни происходит, и я не могу сказать, что это тот переломный момент, что сейчас, если мы спросили по этой карте, что это какой-то радужный восторг. Да нет. Здесь, ну, буквально как бесконечный дождь за окном, ну, наверное, позитивный момент, может быть, даже тема, которую сложно решить, как проблема. Тем не менее, вы сейчас знаете, как пребываете на том состоянии эмоционального подъема, тем не менее, когда вы понимаете, что или чувствуете, мои дорогие, прорыв вот-вот будет, но пока непонятна конфигурация, точно будет, мои дорогие, правда, нулевой аркан. Так начинается новый цикл вашей жизни. И сейчас вот словно этому шуту, вот нам точно так же нужно никак не свалиться с этого обрыва. Что же прямо сейчас? О, как интересно, правда? Первый старший аркан и последний, нулевой и 21. У вас начало и конец, альфа и омега. За короткий период жизни будьте внимательны. Вам доведется, может быть, это у кого-то несколько дней, несколько недель, несколько месяцев. Старшие арканы все-таки несколько месяцев. Когда вам в ближайшее время придется разобраться не с одной жизненной позицией, не в одной сфере жизни, а именно, как будто даже как что-то начать. И в конечном итоге привести это к такому восхитительному балансу, о котором вы даже сейчас не предполагаете. И это будет совсем скоро. Может быть, сейчас вы где-то можете это чувствовать, что да, вот именно где-то начало и, может быть, завершение, или как подведение к какому-то итогу той или иной истории вашей жизни. Победа. Карта победителя. Вы сейчас проходите сложный путь. И в ближайшее время у вас будут разворачиваться так быстро и стремительно события. Кто-то, может быть, уже прочувствовал это на волне новостей примерно, которые
вы получили, или к примеру, на волне решения определенных людей. Где-то и ваши желания, несомненно, они тут тоже присутствуют. Вроде как какая-то возможность у вас появляется. Я должна сказать, что вы реалисты. Нет по этим картам самого по себе восторга. Или желание, как, да, так опрометью, вот есть такое слово, мчаться куда-то. Но, видимо, совсем скоро ситуация изменится. В убыстренном режиме пойдут, как и новости, будьте к этому готовы. И опять же решение других людей. Здесь сама судьба, вы сейчас как будто не властны. Ну, по крайней мере, будем реалистами, да, я говорю. Вы не властны в плане изменить ход мысли у конкретных людей. Вы не властны изменить обстоятельства. То есть вот то, что сложилось, тут у каждого свое. Оно уже сложилось. Это тот своеобразный базис, от которого нам придется оттолкнуться, прежде чем мы выстроим какую-то новую конфигурацию. Но победа как будто вам обеспечена. Победа, тем не менее, требует того, что ты не можешь успокоиться. Совсем скоро сложится так обстоятельства, что на какой-то процент вы действительно получите, ну, как добрую весть. Или осуществите какое-то свое важное намерение, может быть, это у кого-то совпадет банально с получением какого-то документа. Для кого-то это важный разговор состоится. Кто-то из вас, может быть, хотел бы оказаться в определенной местности с учетом аркана мир, и у вас будет такая возможность. Ну вот возможность сама по себе будет. Но нам карты говорят, вот это так быстро скоро будет что-то развиваться, или так быстро будет дополняться, как и новостями, какими-то тонкими нюансами, которые ты тоже не можешь, ну вот как сбросить со счетов, потому что победу надо удерживать. И вам придется все контролировать. Может быть, вы сейчас буквально контролируете. Тогда будьте готовы, вот как само по себе ускорение. Но дальше на этом не заканчивается. Дальше как будто ускорение с большей скоростью происходит, потому что 8 жезлов – это, опять же, та самая скорость, это где-то молниеносность. Когда мы что-то получаем, имеется в виду больше сообщения, документ, или пусть в средствах массовой информации мы тоже что-то слышим, но понимаем, что, да, пусть это на более высоком уровне, да, то, что не от нашей инициативы зависит, но именно эта информация каким-то образом важна и может оказывать влияние на вас. И что с этим делать, непонятно. Аркан Луна. Ну, может быть, уже в вашей жизни. Все же мы сказали, что происходит прямо сейчас. Какая-то путаница. Вот на сегодняшний день полные сумерки, когда вы либо себя настраиваете, позволить себе пройти вот именно по обстоятельствам, по ситуации, как она будет развиваться. Либо, может быть, вы бы себе и не позволяли, а других вариантов нет. Давайте будем откровенны. Но что еще и лично о вас нам расскажут карты? Вот конкретные такие карты выпадают со старшими арканами, когда, ну, не можем мы тут это сказать, да, этого не было, или этого не происходит, или мне показалось. Что вот именно лично о вас нам расскажут карты, что происходит прямо сейчас? А правда ведь дорога какая-то? Новый план как метод вашей работы, вашей занятости. Для кого-то новый вид творчества. Для кого-то это будет сама по себе работа, которая связана с командировками, переездами. У кого-то банально смена автомобиля. Ну, я такое допускаю. Или вообще-то по этой карте очень часто, знаете, как мы осваиваем новые науки. Учим языки. Кто-то учит язык программирования, потому что эфир, пространство, интернет. Новые ресурсы, да, которые тоже, как и освоение. Ну и первые попытки все же. Первая работа, может быть, всегда это карта нового шага. Может быть, новые отношения у кого-то. Или пусть отношения старые, но что-то совершенно неожиданном, новом эквиваленте. И тут непонятно еще, да, что нас ждет. Ведь это карта мужества. Может быть, это вы сейчас себя так вот концентрируете, потому что предвидите, что какой-то достаточно продолжительный еще период вам придется пройти, и с этим будет связано будущее.
Вы могли уже получить какую-то новость, предложение. А ведь и правда, как на кону, вы посмотрите, у вас выпадает 3, уже выпало шестерки. 6 – это всегда победа. Если мы переложим по нумерологии от 1 до 6, вот эти числа именно нашу активность показывают. И если мы говорим единица, это начало, а 6 – это именно вершина нашей активности, нашей деятельности. И шестерка жезлов по этой карте именно дела, работа, бизнес, откуда к нам приходят деньги, чаще так. Если мы говорим о шестерке мечей, заслуженный успех – это чаще новый проект. Это то, что нам еще предстоит продолжить какое-то время. А шестерка пентаклей – помощь высших сил и одновременно финансового успеха. Вот на кону и у вас решение может быть как и финансового вопроса. И я точно так же допускаю, это документальный может быть какой-то вопрос, который связан с вашим разочарованием. То есть вот смотрите, 2 карты, которые нам напоминают именно о прошлом. И это искаженное восприятие, то, как было раньше, а оно теперь по-другому. Так и тройка мечей нам говорит, это то, что было прежде. Как будто пытается вернуться вновь в вашу жизнь, но или уже где-то вернулась в том или ином эквиваленте, но непонятно, что с этим делать. И не случайно вернулась. Карта звезда. Очень далекий период жизни, лет на 10, мои дорогие. Вот именно теперь у вас не просто так создалась какая-то обстановка, или вы оказались в определенном месте, среди определенных людей, при каких-то определенных ситуациях, обстоятельствах жизненных. Вот так вот, наверное, прописано в небесных скрижалях вашей книги судьбы. И вам именно теперь придется, может быть, в ближайшее время, и будь готов к тому, что очень быстро будут разворачиваться события. Успевай, реагируй, успевай и поспевать тоже, потому что это будет для вас означать, ну, как выбор, который не совсем мы можем изменить, а именно то направление, которое вы скоро изберете, будет оказывать влияние на тот выбор, где вы окажетесь потом, с кем вы окажетесь потом, и самое главное, при каких ресурсах. У вас 3 карты победы. Тут явно что-то следует продолжать, но при этом не оборачиваясь назад. Потому что уже что-то стремится к завершению. Стало быть, даже если это какой-то, прежняя история или прежний случай связан с конкретным человеком, тогда я могу сказать, что, какой-то период это будет продолжено. Потому как еще не все точки над «и» расставлены. Будьте готовы, мои дорогие, вот к такому повороту событий. И раз мы уже узнали, что у нас сейчас, или кто вы, чтобы вы могли определить, тут такие непростые выпали арканы, поэтому тут действительно кому подойдет, то тому подойдет. Тут не будет среднего арифметического, по крайней мере, я вижу так. И мы зададим конкретный вопрос. Что вас тянет назад? Вот что вас сейчас как удерживает? Создает, может быть, как, знаете, как кандалы какие-то, хочется сказать. Что вас тянет назад? То есть нам ведь уже четко карты сказали, что прошлое, оно еще пока присутствует. Вы знаете, тут сила привычки, которая должна быть трансформирована как раз в силу не совсем привычки, а в какой-то спонтанный маршрут. Здесь что тянет назад? Воспоминания все-таки, да? Но, может быть, даже если мы говорим о конкретном человеке, который возвращается в вашу жизнь, может быть, с каким-то намерением для вас неожиданным, может быть, я не исключаю, что есть и тот вопрос, да, тут точно требуется спокойствие. Но это не то спокойствие, когда, знаете, мы просто ждем, что кто-то решит за нас тот или иной вопрос. Карта говорит, тянет назад вас, когда вы со всеми соглашались. Вот как этот жонглер по первой карте. Либо вы какое-то время с конкретным человеком, может быть, пусть это даже работа и в лице руководителя. Вам предложили заняться чем-то, вы это, как знаете, не обсуждается. Вы, может быть, молчаливо согласились, вы кому-то не возразили. И вот, между прочим, этот факт, он тоже тянет назад, потому что вас воспринимают как того человека, который, типа проглотит.
Может быть, это звучит не очень так лицеприятно, но вот я именно так, надеюсь быть понята правильно. Поэтому, ну, примите, по крайней мере, к сведению, потому что на это люди могут рассчитывать, мои дорогие. Здесь что тянет назад? Некоторые персоны могут думать о том, что вас, ну, как легко уговорить. Здесь в этом будет ошибка, а в этом будет ваша сильная сторона. Кто-то может быть абсолютно уверенным, что он вас знает очень хорошо. Вот. И точно знает те струны души, на которых он свою мелодию может сыграть. Но на самом деле аркан умеренности нам говорит, ведь это карта не случайных случайностей. Вот с этого момента будь очень внимателен. Потому что тут нельзя как будто назад, и будет тут та ситуация очень такого узкого фарватера, как узенькой тропинки, дорожки, коридорчика маленького, где придется вам пройти вот так бочком. И тем не менее привести к знаменателю то, что сейчас вам, вот о чем вы сейчас думаете больше всего. Правда, у вас тут состоится какой-то важный выбор. И все то, что я сказала, слушайте интуицию. И по аркану умеренности, ну, кто смотрит мои расклады давно, я часто говорю, в любой карте Таро, собственно, поэтому у меня и Таро, да, присутствует. Начала я с символики, мне всегда было интересно именно древние символы, нумерология. Ну, как следствие, Таро – это все то же самое. Так вот, пару слов скажу, потому что по этой карте лучше исторический факт, нежели долго буду пространно говорить. Много веков тому назад король династии мировингов Хлодвиг, король франков, воюет с готами. И были так вот обстоятельства, но война идет. Он был зажат между рекой Рейн и войском готов. Понятно, ни вправо, ни влево не пойдешь, но откуда аркан умеренность? Настоящий король был, елки-палки, умел себя так сконцентрировать, да, включить вот именно такое хладнокровие, как королевское, вот что-то подобное вам будет просто необходимо. И прогуливаясь вдоль берега, он обратил внимание, видимо, думал, что я могу сделать, а сделать ничего нельзя, казалось бы, но думал. Он обратил внимание, желтый ирис, маленькие цветы, которые он знал, растут на мелководье. Так вот они вдоль берега и уходят вглубь реки. И дурацкая идея, вроде бы, сумасшедшая. А не переправиться ли мне вброд? Другой бы сказал, да, вот какой-нибудь аналитик, он бы все посчитал за, против, потом сказал, да ты что, с ума сошел? Да нет. А кони, а люди, там, ну я не знаю, что еще. Тем не менее, Хлодвиг рискнул, он это так и сделал. Да, вот этот собственный внутренний инсайт, самодоверие, мои дорогие, да, вот это очень важный фактор. И в последующем вот эта желтая лилия, маленькие цветы, это символ, как геральдическая лилия, которая входит в подавляющее большинство религий мира. И это тот символ, когда это действительно как решение какого-то сложного вопроса, достижений, мои дорогие. И у вас вот этот аркан умеренности, но если мы вспоминаем эту историю, то мы... Что такое внутренний инсайт? Это то, что зыбко. А мы говорим о двойке мечей, и у нас колода ведьмочек, завязанные глаза, тем не менее, в цель попадает наша ведьмочка. Меча-дротики. Слушайте свою интуицию. Вот совсем скоро у вас будет какой-то момент, когда нужно не на уговоры, не на, может быть, даже, когда вам 1000 доводов кто-то приведет и выложит какой-то алгоритм, что почему вы не правы, а ваша душа кричит, нет, мне нужно сделать как-то по-другому. Так вот, в данном случае интуиция вам помогает. Слушайте ее. У вас буквально интуиция будет подсказывать, где ваше счастье, где ваше место под солнцем. Может быть, это карта, да, что вам мешает. Иногда это карта эгоиста, мои дорогие. Ну, такой, я надеюсь, меня все правильно понимают, но я так называю эту карту. Почему? А нам никто не нужен. Вот тогда, если мы спросили, что мешает, как будто сейчас все хорошо. Или вы уже чего-то достигли, пусть и нехорошо. Не все вас устраивает, но человека всегда что-нибудь не устраивает. Но в каком-то проценте вы уже достигли этого плату. И боитесь потерять. И вам это тоже мешает, кстати. Потому что тут буквально путь к изобилию, процветанию,
лежит через вот этот узкий коридор, мои дорогие. И мешать будут как и конкретные, кстати, может быть, чьи-то позиции или чей-то опыт. Но это опыт не ваш, это чей-то. Или знание вас самих, когда именно на струнах, как я сказала, вашей души можно играть какие угодно мелодии. Самое главное, в какой тональности для вас подавать. Ну, как-то так. Давайте мы узнаем, чего вы сейчас не видите. Чего вы не видите, о чем вы не догадываетесь, не предполагаете, что нам расскажут карты. Еще. Так что же вы не видите, что от вас скрыто, как за гранью? Что за каким-то предложением, за какой-то новостью у вас есть две пути дорожки, что вам действительно придется как выбирать. Причем одна такая дорожка, не обязательно, что она будет такая, знаете, очень вдохновляющая, хотя этого и не исключаю. Но, может быть, это даже то, что поначалу вам не очень нравится. Все-таки рядом у нас туз мечей, а это именно правильное направление. Как я часто говорю, выход из путаницы, мои дорогие, или из жизненного лабиринта. Чего вы не видите. Но этот именно лабиринт, это вот как вот этот паж жезлов, вестники пажи. Вот смотрите, раздваивается дорога, да, направо, налево. И вам придется выбирать. Поэтому где-то и карты нам говорят, чуйка помогает. Тут логикой ты что-то не просчитаешь. Много путей уже пройдено. У кого-то не будет желания, нет желания рисковать. А это для вас судьба, мои дорогие. Что еще вы не видите? Тут сама судьба. Вам, может быть, как и экзамены жизни устраивает. Посмотрите, еще один старший аркан — влюбленная. Когда из одного выбора вы словно перепрыгнете. Вот смотрите, какая извилистая дорожка вашей судьбы. Вы как получаете новость, или, может быть, уже получили где-то, да? Ну вот на каком этапе вы находитесь? Получаете новости, вот вам нужно выбрать что-то. От того, что вы правильно выберете, в вашей жизни будет такая стабилизация. Вы можете получить какой-то документ, или конкретный человек вам может оказать в чем-то содействие, хотя я не исключаю, что будут и те люди, которые могут оказывать некоторые препятствия, но тогда вам судьба помогает в том, что вам, как знаете, на ладони показывает какую-то историю, чтобы не было заблуждений. Тебе как будто говорит, это судьба, ты это понимаешь? И, может быть, мы что-то хотели бы осуществить, и 1000 раз стучались в какие-то двери. Так вот, для вас вы можете не видеть, но своего рода как лакмус, да? Когда вы вот этот выбор сделали и не уперлись как в какой-то забор или в какую-то стену, а понимаете, что я могу еще какие-то шаги сделать. Вот для вас это тогда судьбоносная подсказка к тому, чтобы, а ты сделай еще несколько шагов дальше. Да, будь осмотрителен или осмотрительна. Где-то у тебя станет вопрос, может быть, я не исключаю, именно документальные какие-то, или оформления, или какие-то согласования. Может быть, с учетом туза мечей, все-таки мечи иногда мы говорим, юриспруденция, да, это вообще интеллект. Но это те решения, которые не зависят вообще ни разу от эмоций. А интеллектуально они решаются, мои дорогие. Это как глаз мудрости, назовите, или это... Ну, подсказка интеллекта. Вообще, на самом деле, интуиция – это не что иное, как интеллект и пережитый опыт. Мы говорим, интуиция – это там из области фантастики. Какая фантастика? Нет. Это какие-то более высшие знания, которые основываются на том, что мы уже где-то прошли, чтобы что-то и не повторить. И опять еще вы оказываетесь, проходя уже последующим как какую-то траекторию, и вы еще раз окажетесь перед выбором. Мы делаем выбор каждый день. А вот что скрыто? У вас судьба, шаг за шагом, вы как будто будете, может быть, едва ли не каждый день или через короткий период. Вы этот выбор будете делать. На все карты кричат, ты должен сделать этот выбор очень осознанно. Будьте к этому готовы. Сепарация только иллюзия, нам говорит карта. Поэтому что скрыто? Вам с кем-то придется договариваться, мои дорогие. Будьте готовы. Нам знакома эта карта. По вашей сигнификации нам это сказала, что ты закладываешь свою победу на долгий период времени. Но прежде чем ты вот как выровняешь какую-то ситуацию,
А тут очень быстро все не пойдет. Но от этого зависит именно новое качество жизни. Что в вашей жизни, вот теперь давайте спросим конкретно, стало этой самой черной дырой, куда утекает ваша энергия, ваши силы? Может быть и финансы, кстати, я не исключаю. Любая энергия. Что же это за Бермудский треугольник? Давайте с вами узнаем. С чем это связано? Что стало? Может быть, нам и о предметах скажут. Или о вашем восприятии мы пока не знаем. Какая-то длительная пауза, мои дорогие. Вот буквально. Когда, возможно, вы сами на что-то не решились. Ну, давайте я еще одну карту достану. Правда, длительная пауза? Когда вы ничего не могли поделать. Что в вашей жизни стало черной дырой? Еще один старший аркан. Я вам скажу. У кого-то намерения другого человека, которые были от вас скрыты. Человек построил свою траекторию. В этом была тайна от вас. Что он как-то видел ваши отношения, у кого-то совпадет так. И либо ваши отношения, либо решение какого-то вопроса при взаимодействии с вами. Что вот без обид какая-то персона могла действительно быть абсолютно уверена в том, что ты у меня в кармане. Но это в отношении вас. То есть человек был абсолютно уверен, что в его кармане где-то вы. То есть настолько был либо человек расчетливый, либо он всегда так живет, он всегда так мыслит, он себя считает всегда самым умным, например. Ну, такое тоже может быть, почему нет? Вот эта самоуверенность, почему и вам говорят, вот твоя сила, она через интуицию приходит, да, где-то через опыт. Но твои позиции несоизмеримо выше по сравнению с какой-то другой персоной, с теми, с кем вы будете контактировать. Там человек еще, может быть, рта не открыл, а вы уже будете знать, что он вам собирается сказать. Вот вас сейчас, как высшие силы, где-то и учат, да, слышать себя. Но они и наделяют вот этой удивительной способностью допускать альтернативные варианты. И стало быть, вы можете видеть выход даже в тех ситуациях. Никто, кроме вас, там видеть не будет. И конкретный человек, он думал какое-то время, вот если мы говорим черная дыра, возможно, вы позволили согласиться, возможно, кто-то позволил себя уговорить, возможно, наоборот, вы бездействовали долгое время, и это, к этому были причины или обстоятельства какие-то. Но теперь вот словно пространство преломляется. Значит, это был период, когда вы смогли что-то проанализировать, продумать. Вы для себя приняли важные решения. И теперь не важно, какие ты там тайны от меня хранишь. Теперь есть самая важная тайна от тебя, которую храню я, и ты об этом никогда не узнаешь. И неважно в отношении какой персоны, пусть это, повторюсь, работа, а у кого-то личная жизнь. Вы что-то переиграли, вы сменили правила игры. Знаете почему? Потому что меняется что-то в вас изнутри. Люди этого не замечают. Конкретная персона этого не видит. Кажется, что как всегда. Но тем не менее, черная дыра у вас, она, то, что было связано с какой-то, это знаете, как в лабиринт, да? Есть вход и вроде бы говорят выход, а на самом деле нет. Мы углубляемся и думаем, мы же ищем выход, а на самом деле мы просто ходим по кругу, но конечный итог мы должны вернуться туда, откуда вошли. Вот у вас какая-то история в новом эквиваленте будет продолжена. Так все-таки на сегодняшний момент, что для вас черная дыра? А нет у вас уже этой дыры. Но для кого-то из вас черная дыра, все же должна это сказать, не решен финансовый вопрос. Не решен вопрос по... Вы это так можете воспринимать. По факту тут уже выравнивается энергия, это уже ваша тайна. Так вот, у кого-то конкретно, если мы на нашу реальную жизнь, финансовая история, какой-то нужный правильный документ, который вам либо дороги открывает, либо в последующем помогает или придает уверенности, может быть решение вот именно по части места проживания, места нахождения и, может быть, это и семья, дети, конкретные
люди, близкие, родственники, но совершенно другие энергии. Вот даже по картам видно, вот как между прошлым и будущим. Черная дыра именно находилась в вашем восприятии. И кто-то очень ловко, это может сначала казаться, ну нет, это из области фантастики. Просто это свое качество, да, как доверие. Или то качество, когда вы позволяете себя уговорить. Вы, к примеру, могли считать, что это просто дипломатия. Ваша ошибка в том, что вы не ставили границ. Пусть эти границы были невидимые. Это то, что вы себе обозначаете, что да, я дохожу вот до этого момента, а тут стоп. А тут я уже думаю, куда-то не туда идет эта история. Тут я начинаю думать, нет, дорогой, что-то ты тут мне не то говоришь. Или дорогая, да, например. И вот до какого-то пункта вы понимаете, или в каком-то объеме, скажем, да, это может развиваться, продолжаться, приобретать какие-то новые очертания, но это ваши границы, опять же. Это для вас очень важно. Как будто вот нет этих границ. И это получается что-то такое аморфно растянутое. И раз нет конкретики, может быть, не было конкретики в отношениях, не были прописаны некоторые пункты в документах, не было прежде что-то оговорено и с точкой, опять же, оформлено, мои дорогие, какая-то важная бумага, доверенность, или какой-то договор, контакт, может быть, с человеком, который тоже, даже контакт, уже договоренности, они строились таким образом, что вас вовлекли вот в какую-то такую призму, ну, которая вибрирует постоянно, тоже не имеет четких границ. Не были обозначены какие-то жизненные траектории для одного, для второго человека, и это кому-то было выгодно. Вот такая у вас непостижимая черная дыра. Но это теперь заканчивается. И тогда нам карта будет говорить о том, а еще тем более у нас сверху иерофант, а еще выше у нас умеренность. И я все то, что я говорила, вы подходите к тому моменту, наверное, как тот Хлодвиг, который вот совсем скоро вы будете, окажетесь на том берегу, когда с одной стороны, как готы, скажем, а с другой стороны река. И выход будет один. Вот давайте мы дальше продолжим. Ну, я иносказательно говорю. Надеюсь, вы меня понимаете. Так вот, давайте поконкретнее. Да? Все-таки мы хотим, ну, каждый, я надеюсь, понимает, как-то по-своему чувствует все то, что я сказала по картам. А вот мне очень хочется конкретизировать. Что мешает вам? Что мешает? Или кто? Вот сейчас, что вам мешает? Давайте 3 карты. Что мешает? И 3 карты. Кто мешает? Что мешает? Вы знаете, тут какая-то все-таки персональная карта. Тут есть какой-то человек, может быть, да, который видит с вами взаимодействие. Тут не сама персона, потому что мы спросили, что. Тем не менее, пересмотрите-ка вы на всякий случай то, что в вашем доме находится, из разряда чужих вещей, чужих идей. Что вам мешает? Да вы понимаете, вам может помешать человек, который, к примеру, вам говорит, а ты помнишь, я тебе говорила? У вас что-то получится, например, или получилось осуществить, и тут же вам человек вторит, а я говорила, я знала. Ну или говорил, не рассматриваем по полу карту, да? А я знал, что так будет. Вам это мешает. Вам постоянно даже сама по себе фраза, вот профильтруйте, от кого вы слышите такие слова, ну или какую-то подобную. Кто в вашей жизни как всезнайка, знает все лучше других, знает все лучше вас. Тут способность или человека на вас воздействовать, когда на вас, как, знаете, надвигается какая-то догма, давление со стороны другой персоны из позиции того, что вы не знаете, вы не видите, а вот кто-то как будто больше эксперт, как будто там быстрее разберется. Это очень отрицательно действует на нас, потому что мы все время в себе сомневаемся, мои дорогие. Тут конкретно сомнение. И это кто-то, может быть, из ваших близких, вот конкретно. Это не то, что, знаете, пусть это даже с человеком связано, но это не конкретно кто.
хотя, может быть, для кого-то из вас. Сейчас там посмотрим 3 карты, на кто вам мешает. Но ваша позиция, позиция в семье, позиция выстраивания отношений с людьми, может быть, позиция даже выстраивания личных взаимоотношений вам конкретно мешает, потому что вы себя недооцениваете, мои дорогие, вы понимаете? А кто-то еще добавляет масло в огонь, говоря, и вы, может быть, киваете, соглашаетесь. Ну да, ты как-то более, ну, либо более удачлив или удачлива, или в жизни твоей больше каких-то плюсов, а в моей больше минусов. А вам тут кто-то может завидовать, мои дорогие, а вы даже об этом не предполагаете. Это тоже мешает. Теперь о вещах пару слов. Если в вашем доме есть лишние вещи, которые вам дали, скажем, на хранение, пусть вам дали, ну я не знаю, даже это та вещь, которая у вас какое-то время хранится, и вы даже забыли, надо мне это, не надо, а вообще это откуда или с кем это, с чем это пришло, мои дорогие. Избавляйтесь буквально от всего подобного. Все то, что приходит к вам со стороны, не вами, может быть, куплено, к примеру, да, или когда вам подарено, но подарено, знаете, с таким поводом, когда позади брось, впереди найдешь. Вот есть такие люди. Лучше, чем эта поговорка, не скажешь, это правда. Вот это тоже лишние вещи. А вот теперь узнаем, а кто вам конкретно мешает? Пусть нам карты расскажут. Люди из прошлого, которые уже где-то перекликаются, правда. Кого вы хорошо знаете. Вам мешает, возможно, какая-то история, даже человек, который у вас вызывал, ну, знаете, разочарование, не просто разочарование. С кем-то это будет связано как предательство. Вот есть какая-то персона в вашей жизни, которая, возможно, мои дорогие, с каким-то человеком вы даже помирились. Или, ну, вот так обстоятельства, да, есть же люди, которых мы не отменим. Коллеги, соседи, кровная родня или какие-то родственники далекие. Тут, ну, мы их не отменим, эти люди есть в нашей жизни. Возможно, какая-то давняя история, это точно, которая в вас, почему, вот может быть все то, что нам говорили карты, в вас постоянно активизирует, как будто человек направляет сознательно или несознательно все свои действия, активность на то, чтобы вы начали в себе сомневаться. Кто вам мешает? Для кого-то из вас, может быть, есть и конкретная персона, действительно, среди близких, которая, может быть, вас заинтересована как в денежном эквиваленте, или заинтересована персона, вот тоже проанализируйте, когда от вас можно что-то получить, когда вы можете проделать какую-то работу, можете решить какой-то вопрос. Тут кто мешает? А все те мешают, которые в вас видят фундамент, стабильность, умение зарабатывать деньги, умение выкручиваться буквально из сложных ситуаций или выходить победителем в сложных вопросах, тем не менее. И, может быть, этот период был прежде. И есть тот человек, как ни странно, среди близких, по крайней мере, нам четко так показывают карты, и который вам, вот кто мешает, правда, не говорят, туз кубков. Вам постоянно, по крайней мере, сейчас, на данный момент, вам кто-то пытается выглядеть доброжелателем, наоборот. А раньше это был недоброжелатель. Вы кого-то воспринимали как минимум так. Может быть, вы и не сказали человеку. Вот мы говорили о границах. Вот правда, вы какие-то свои границы не определили. И люди, может быть, даже наши близкие где-то, да, может быть, и родственники, возможно, и друзья, которые вхожи в ваш дом, абсолютно уверены, что вы у них как, ну, если не на крючке, то, по крайней мере, это они себя могут ощущать теми, когда в любой момент они могут что-то изменить. Они себя чувствуют хозяевами положения. Интересно. И давайте последний ряд карт достанем. Хорошо, нам четко сказали карты. Так что важно прямо сейчас для вас? Если мы поняли, что же за черная дыра, как может быть и вещи, так и практически люди, так и собственная где-то доверчивость, наивность,
Вот давайте мы с вами и узнаем, что, по мнению высших сил, какие подсказки нам дадут карты, что важно сейчас. И помним, карты не решат за нас вопросы. Они не скажут, что что-то решится само. Нет, но нам позволят выбрать правильное направление или как минимум его продумать. Вот что для вас важно сейчас. Береги себя. Тебе ни вправо, ни влево. Четко говорит карта. Пусть не в этой колоде, есть колода 78 дверей, я уже так суммирую, да? Разные значения из разных колод. И там изображена дверь в Пизанскую башню. Поскольку двери, да, открытые или закрытые. Так вот, эта дверь нам как будто нужно куда-то войти. А обычно по этим картам я говорю, нам куда-то идти даже страшно. У страха глаза велики. Мы там не были. Или мы не знаем, мы не можем что-то просчитать. А если мы говорим о страже дверей или как будто вот какого-то жизненного пути, то вот в той колоде ни ключа, ни замка нет, но есть хамелеон. Вот договариваться вам с хамелеонами придется. Будьте к этому готовы. И если мы говорим по аркану Луна, берегите себя, избегайте толпы. Вам это буквально помогает. Мы, знаете, как искусство мелких шагов. Вступаем аккуратно, но уверенно. Не сомневаться, опять же, в себе, даже аркан Луна вас призывает, мои дорогие. Давайте еще, что важно именно прямо сейчас. Себя беречь, беречь свои финансы конкретно. Не делать каких-то грандиозных покупок, я имею в виду, только самое необходимое. Вот для вас сейчас в первую очередь ваши финансы. Помните, что деньги взаимодействуют с миром. У кого-то будет та ситуация, когда в вас имеется интерес именно через финансы, мои дорогие. Что важно сейчас? Договориться и не потратить деньги. Вот конкретно карта говорит. Выстроить взаимопонимание с одним человеком, может быть и другим. При этом, знаете как, и сам ты как не вложился во что-то или буквально не потратился. Но и ты не сказал никому «нет». Не создалось какой-то конфронтации, мои дорогие, берегите себя от начала до конца. Что еще важно сейчас? Будьте готовы, что вы скоро столкнетесь с какими-то непостижимыми действиями людей или с какими-то выдвинутыми для вас требованиями, или с тем, что человек вам будет что-то доказывать, говорить, что он прав. Будьте к этому готовы. Будьте готовы к тому, что вокруг вас может измениться в любую ситуацию обстоятельства или обстановка, или вы можете получить какое-то даже как средство массовой информации неожиданное известие. Что еще важно именно сейчас? Для вас придется после получения определенного известия как будто принимать однозначное решение. Более того, мои дорогие, я всегда говорю, что всегда это карта шанса. Но мы делаем, знаете, такой основополагающий выбор. Это как прорыв, который будет однозначно разделять нашу жизнь демаркационной линией, невидимой на период до и после. Что важно для вас сейчас? Приготовьтесь к этому выбору. Поэтому тут и интуиция, и как научиться себя беречь совершенно по-новому. Допускать, вот посмотрите. И если нам предыдущий ряд, и где-то тут нам тоже говорили, вопросы денежные. Деньги, повторюсь, один из способов взаимодействия с миром, но это ваша стабильность. Это где-то уверенность в дне сегодняшнем и завтрашнем. Приготовься к тому, что, возможно, кому-то много работать придется. Для кого-то это карта рутины, может быть, проделать множество разных дел, изучая инструкцию или изучая самые разные, может быть, направления. У кого-то это буквально нужно приобрести документ. И нужно сдать какой-то экзамен, получить сертификат, к примеру, или еще какой-то экзамен сдать, да, такой жизненный. Вот вы сейчас должны отстроить собственное благополучие и, внимание, не абстрактное благополучие. Научиться себя беречь по-новому. Научиться относиться к тому, что вы слышите, как к людям, да, или от людей, по-другому. Не позволять собой манипулировать. И это не значит, что мы жестко кому-то там, да, говорим или выясняем отношения. Мы уходим от этого. Мы готовимся общаться с хамелеонами и отстраивать собственное благополучие материальное, потому что именно это как основа основ. А что ждет дальше? Я ж любопытная.
Вот правда искусство мелких шагов. У вас будет тот момент, когда вы скажете, вот в каком-то пункте обязательно будет: я сделал или сделала все, что мог. Будьте к этому готовы. Ну вот, наверное, для вашего солнца совершенно и необходимо, мои дорогие, себя перестроить на новый лад. Вот, кстати, по девятке жезлов иногда действительно бывает такое состояние, когда мы закрываемся от мира после предательства, разочарования, после получения даже некоторых новостей, или когда нам люди бросают, знаете, как свое мнение, как что-то долженствующее. Нам не хочется больше общаться, потому что по девятке жезлов мы как именно закрываемся. Выстраиваем вот этот невидимый забор, сводим к минимуму какое-то общение. Вот вам, видимо, все-таки придется в ближайшее время пересмотреть очень многое, потому что от этого зависит ваше солнце. Вы сейчас избираете правильное направление. По этой карте у вас обязательно наступит ясность в том или ином деле, в том или ином вопросе. Но, знаете, она ясность как будто была и прежде. Просто по разным причинам вы позволили себе этого не видеть. Может быть, именно потому, что думали, что кто-то лучше вас знает, или надеялись на кого-то. Но вот именно для того, чтобы солнце реальное состоялось в нашей жизни, некоторые иллюзии, причем такие сложные, они должны быть, ну, как разрушены. Сама по себе карта будет говорить, что тут не только ясность, а тут совершенно новый жизненный путь в ближайшие 6-8 месяцев вам предстоит. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу поддержку, помощь моего творчества, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте. Все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы берегите себя и будьте счастливы и любимы всегда.